Дорогие зрители, здравствуйте! Сейчас мы расскажем вам о казахской национальной одежде чапане, о традиции дарения чапана, о том, как Димаш поддерживает традицию дарения чапанов в знак уважения на встречах с интересными людьми. Димаш очень уважает традиции своего народа и придерживается их. Чапан является и символикой, и атрибутом культуры и традиций казахского народа. Начинаем наше видео. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал и поставить свой лайк. Прежде чем говорить, что такое чапан, мы заглянули в Википедию о казахской национальной одежде и увидели следующее. Казахская национальная одежда – это предмет материальной культуры казахов. Казахскую национальную одежду шьют по древним традициям, учитывая этнические, экономические и климатические условия. К национальной одежде казахов мы относим и чапан. В переводе с арабского чапан означает «верхняя одежда с рукавом». Немного об истории чапана. Первое. Чапан был и остается неотъемлемой частью наряда. Его носили и мужчины, и женщины. Обычно чапаны дарили в первую очередь гостям, мужчинам и женщинам преклонного возраста. Второе. Несмотря на то, что чапан – это неотъемлемая часть наряда, чапан носили в повседневной жизни, ведь он всегда имел достаточно простой крой, удобный в носке. Был парадный чапан с длинными невточными рукавами и повседневный с более коротким рукавом и покороче, в котором было удобно сидеть в седле лошади. Третье. По народному обычаю воины перед сражением надевали лучшую дорогую одежду, в том числе и чапан. Четвертое. Чапан относится к числу значимых даров в обрядностях. Обычай дарения чапанов сохранена до сегодняшнего дня. Это духовное богатство казахского народа. Разберем смысловую характеристику одного из обрядов. Это обряд договоренности между сторонами жениха и невесты о предстоящей свадьбе. Как это происходит? В рамках сватовства на сговоре Айтыру сват со стороны жениха Жауши приезжал в аул невесты с предложением о браке и вручал отцу невесты подарок – каргы-бау, а взамен получал щеге-шапан, что буквально означает «чапан-гвоздь». С этого времени невеста считалась сговоренной. Щеге-шапан таким образом скреплял намерения двух семейств, двух родов, поскольку у казахов браки имели экзогамный характер. Термин «экзогамия» рассмотрел с научной точки зрения Льюис Генри Морган. Термин означает необходимость избежать вредных последствий от браков между кровными родственниками. Пятое. Дарение чапана еще и признак большого уважения. В древности ханы, присваивая батырам и биям определенную должность, дарили им специально сшитые чапаны, а также в знак установления государственных отношений отправляли в дар чапан. Богачи и влиятельные люди казахской степи одаривали чапаном поэтов, певцов, акынов, импровизаторов за их искусство. Сейчас чапан получил словно второе рождение. Он одновременно традиционный и модный предмет гардероба. Без ложной скромности это уникальный элемент одежды, который согреет самый сильный холод и защитит даже в самый жаркий день. Носят его как верхнюю одежду, совмещая с повседневными вещами в стиле casual. Внешне это халат простого кроя с прямыми рукавами, без пуговиц или застежек. По бокам на бедрах идут вертикальные разрезы, чтобы не сковывать движения при ходьбе. Скроен халат внахлёст, благодаря чему чапан защитит своего обладателя от пронизывающего ветра. Современные дизайнеры по пошиву национальной одежды для тепла даже используют подклад из ваты или верблюжьей шерсти. Все полотно чапана простегивается вручную, поэтому шить его считается очень кропотливой работой. Отдельного внимания заслуживают праздничные чапаны. Шьют их из самого красивого бархата или велюра, подклад из высококлассного атласа. Особенно шикарными считаются чапаны, украшенные ручной вышивкой из золотых нитей. Это традиционный подарок для самых знатных и почтенных гостей. Современные мировые дизайнеры снова возрождают это ремесло, чтобы эта вещь была уникальна, приковывала к себе восхищенные взгляды людей. Умелые казахстанские мастера так же, как и их коллеги из разных стран, смело воплощают в жизнь свои идеи при создании национальной одежды, органично сочетающего национальные традиции и современные тенденции. Сегодня в Казахстане в праздновании Наурыза обязательным атрибутом является чапан. Наурыз – это праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у тюркских и иранских народов.
Пошитый казахстанскими мастерами чепан подарил Димаш, любимцу миллионов, Джеки Чану во время презентации нового альбома известного актера в начале 2020 года. Димаш, конечно, учитывал солидный возраст, рост, цветовую гамму, вкусы нашего любимого актера Джеки Чана. Он подарил свой презент, завернутый в красивой, тонкой упаковочной бумаге с казахским национальным орнаментом. Казахский орнамент – это по-настоящему народное искусство. Даже цвет и техника пошива казахского орнамента имеют свою символику. Казахский орнамент – это символ искусства кочевника. Когда Джеки Чан и некоторые гости фестиваля после раскрытия упаковочной бумаги с прекрасным казахским орнаментом увидели чепан в необычном стиле, а именно чепан в стиле casual, они просто восхитились. Никого не оставляет равнодушным национальная одежда, тем более пошитая в удобном современном стиле. Джеки Чан был благодарен Димашу за его внимание к себе. Джеки Чан решил померить подаренный чепан незамедлительно, и в итоге чепан оказался удобным и приятным в носке. Джеки Чану одежда понравилась. Об этом говорила его одобрительная улыбка. Этот эпизод показал нам, что Димаш хорошо знает вкусы и предпочтения взрослых людей. Ведь Джеки Чану 66 лет. Некоторым людям в таком возрасте нелегко угодить. Димаш очень свободно общается с этим взрослым человеком, повторяет танцевальные движения за Джеки Чаном из кинофильма «А кунг-фу йога», демонстрирует прекрасную игру на дамбре, поет со своим любимым киногероем. Димашу легко общаться с людьми любого возраста, в том числе и со взрослыми людьми, отчасти потому, что, наверное, Димаш был воспитан в большой традиционной семье. Ведь когда ребенок воспитывается в многопоколенной семье, он получает многое от родителей, бабушек и дедушек, где основой являются уважительные отношения внутри семьи. Недавние исследования социологов и психологов показали, что ребенок в таких семьях быстрее приобщается к жизненным ценностям родителей. В таких семьях, где одновременно присутствует и поддержка, и контроль родителей, ведет к тому, что дети перенимают ценности, опыт своих родителей. Такие дети, воспитанные в традиционной семье, где присутствует бабушка и дедушка, более подготовлены к жизни, нежели те дети, которые воспитываются только родителями, то есть матерью и отцом. Семья Димаша очень гостеприимная, как и любая казахская семья. Маленькие праздники и большие тои – атрибут любой казахской семьи. Там, где есть праздники, всегда есть и подарки. Дарение подарков близким и родным имеет свои неповторимые особенности, особенно взрослым людям. Димаш обладает этими качествами сполна, и это он продемонстрировал на встрече с Джеки Чаном. В знак своей благодарности Джеки Чан пригласил Димаша сфотографироваться с ним. Вот что пишет Димаш после этого грандиозного мероприятия. Презентация нового альбома Джеки Чана. В гостях у Джеки Чана на презентации его нового альбома. Невероятный человек. Очень приятно с ним общаться. Он не похож на других артистов. Очень духовно богатый человек. Это видно невооруженным глазом. Каждая наша встреча обязательно заканчивается тем, что мы обмениваемся подарками. Но он превзошел меня. Мы еще обменялись автографами. Написал в своем аккаунте в Инстаграм Димаш Кудайберген. қазақстанның отандық өнермен костюм беруінде жалғыз. Казахстан не будет.传统。这么就来这个。我们让他在这边来，你就这样看见，让我再穿上吗？来，不用。啊，那就这样就行了。这个，1、2、3。Thank you so much. Thank you for coming. Oh, how
Простое обменивание подарками на одном из больших мероприятий. Казалось бы, что тут такого? Но именно этот эпизод показал нам, насколько дружба двух звезд сильна. Кажется, что оба известных человека очень загружены работой, гастролями и другими важными вещами. Однако дружба молодого таланта и непревзойденного голливудского актера совершенно проста. Им обоим не чужды одобрение, поддержка, взаимодействие. Джеки Чан с первых дней выступления на конкурсе I'm Singer был поражен голосом Димаша. Он решил поддержать молодого конкурсанта Димаша Кудайбергена словами восхищения талантом Димаша и даже пригласил его к себе домой. Возможно, все это вдохновило Димаша на победу в этом труднейшем песенном конкурсе. Это был не первый подарок в виде чапана от Димаша Джеки Чану. Первый чапан Димаш подарил на встрече во время знакомства с Джеки Чаном в феврале 2017 года. Тогда еще никому неизвестный в Китае певец из Казахстана Димаш Кудайберген впервые подарил своему зарубежному кумиру национальный чапан. Он сказал следующее: «Сегодня в моей жизни особый исторический день, который останется в памяти. Знаменитый актер Джеки Чан, увидев меня по телевидению, позвал на встречу. На встрече актер подарил мне свою эксклюзивную куртку и специальный фирменный прибор для прослушивания музыки. А я одел на него казахский чапан и подарил дамбру. Джеки Чан попросил меня сыграть кюй на дамбре, и я исполнил Алкиса Нургисы Линдиева». Традиция дарения чапанов в знак уважения Димаш обязательно учитывал на встречах с интересными людьми. В Москве на передаче «Вечерний Ургант» Димаш преподнес расшитый яркими орнаментами казахский чапан Ивану Урганту. «Уважаемым людям у нас дарят чапан. Хочу воспользоваться моментом», — сказал певец. Иван Ургант с удовольствием померил на себе казахский национальный чапан и был им восхищен. 1 июня 2020 года стало известно, что Димаш Кудайберген, певец, композитор и мультиинструменталист, известный своим вокальным диапазоном, подписал контракт с IPZ. Кудайберген и IPZ. Управляющий партнер Роберт Зито сказал: «Димаш – талантливый певец, который только начинает завоевывать признание в Соединенных Штатах. У него огромные возможности расширить свою и без того успешную карьеру, и он станет активом для мировых брендов, стремящихся установить связь со своими последователями. Думаем, что Димаш идет шаг за шагом к новым музыкальным олимпам. Американскому зрителю пока еще не особенно известен Димаш. Этот совместный проект предоставит возможность Димашу показать богатую палитру своего уникального голоса, познакомить американцев с музыкальной культурой страны, которую он представляет, а также познакомить всех с культурой и традициями казахского народа, в том числе сохраняя прекрасные традиции дарения национального чапана на встречах с интересными людьми».